Что хочу сказать. Вы такие все волочины. Вы столько сбросили за неделю. 18,5 килограмм. Обалдеть вообще, да. Вика, сколько нас было всего? Нас было 10. Угу. 10. Вот. Но опять же, девочки, это не конкурс ни в коем случае. У нас как бы каждая индивидуальная, вот это я все время ведь красной чертой провожу. Мы все индивидуальны, у каждого свой организм. Кто-то теряет больше в объемах, кто-то в сантиметрах, ну, в граммах, кто-то в сантиметрах, кто-то может стоять на нуле все 7 дней, но на следующей неделе у нее будет минус 2,5 килограмма. Такое тоже может быть. Все зависит еще от наших гормональных дел. Невзирая на то, что женщина в климаксе или предклимаксе, как угодно, у нас наш организм помнит эту цикличность. Вы, может быть, даже не знаете, у вас должны быть месячные, но у вас сегодня почему-то плюс, к примеру. Вы не понимаете, да? Поэтому, когда мы на VIP-программе, мы обязательно ведем такие графики. Я говорю, ага, у тебя менструация. Откуда ты знаешь? Ну, я знаю, вот, знаешь, посмотрела на месяц назад. Или там у тебя овуляция, поэтому у тебя там плюс 800 сегодня. Здесь за эту неделю мы не могли этого, естественно, проследить. Но вы должны понимать и не пугаться. Если у вас на весах какой-то плюс, то это вполне возможно что-то связано с гормонами. Когда мы заболеваем каким-то там, я не знаю, ангиной или горло просто даже болит. Ну, ангина тоже связана с горлом, там, я не знаю, там, насморк или живот болит, или еще что-нибудь, сразу же появляется отек. Это организм себя и вас охраняет от чего бы то ни было. Это реакция такая защитная. То есть вы не должны бояться реагировать на какие-то эти плюсы, и все. Если вы понимаете сейчас, как кушать, что не нужно голодать, не нужно там считать калории, не нужно взвешивать, расслабьтесь, все, живите, наслаждайтесь с вином, с гостями, и будет вам счастье. Вот это была как бы цель этого курса, и я счастлива, что вы ее все достигли. Да. Девочки, у меня сегодня к вам буквально пару вопросов, каждый. Я бы хотела, чтобы вы высказались и дали как бы свое... Я прочитала, кстати, ваши мейлы, огромное спасибо, и ваши комментарии, и мне они очень дороги. Просто-напросто, чтобы вы сказали по очереди, там палец поднимаем, кто-то говорит, мы же все друг друга видим, и потом дальше, да, продолжаем. Что для вас дала эта неделя, и что такого необычного было для вас? Мы же все такие начитанные, мы же все такие грамотные, мы все это перепробовали, мы можем сами все писать книги о похудении, да? И вот что для вас было такого удивительного и что необычного? Какие впечатления? Мне это нужно. Okay. Вот лично мне. Мне очень нравится то, что у Виктории индивидуальный подход к каждому. Но вот ко мне нужен определенный подход, потому что возраст и все остальное, там другие какие-то ситуации. Очень индивидуально она знает буквально о каждом, и хочется ей рассказать и поделиться. Не всегда датскому врачу это скажешь, вы знаете. Это человек, который располагает, очень контактный, деликатно идет навстречу, и вы можете с ней поделиться. Вот это очень мне нравится. Очень нравится то, что сейчас подобралась очень приятная группа, такие прекрасные глаза, светлые лица. Это тоже притягивает. И посмотрите, мы не просто гуляли, мы ходили с фотоаппаратом, мы фотографировали интересные места. Это тоже нас стимулировало. Мы живем, мы повернулись сами к себе. Еще раз посмотрите вот друг на друга. У меня, например, стали более счастливые глаза. У вас у всех такие глаза стали, девочки. Вот, и очень приятно. Вот для меня тоже очень стимул большой. Еще больше делать и работать над собой. Потому что я вижу результат вот этой программы, какие вы симпатичные все. Спасибо, моя хорошая. Я похудела хорошо. Все похудели, да. А какие тарелки без добавки, потому что иногда мы все этим грешим, ой, как вкусно, хочу еще. Я ем теперь гораздо медленнее и объедаюсь, буквально. Что мне еще понравилось, ну вот, что была группа, что это был такой Фелис Инспирашн, наши общие, мы вдохновляли буквально друг друга, и это действительно и тарелки, и фотографии, и виды, и шаги.
Вот в группе оказывается очень много, потому что сначала я тоже думаю, ну ведь мы разные очень, у нас разные и желания там сбросить, потому что мне вот, например, психологические моменты, вот мне, ну скажем так, это было не нужно, потому что я, видимо, у меня как бы, ну, Все в порядке. все в порядке, да. Вот, потому что я не от того, что я объелась от горя, когда ты начала набирать вес, я сидела на карантине, просто вот, и у меня это, я и уже Вике говорила, что это мой летний такой отпускной, ленивый мой вес, а теперь я и в отпуске не буду этого делать. Спасибо большое. Вика, и еще вот прямо большое спасибо за то, что ты вот, я уже тебе об этом написала, что вот в этом потоке огромном информации ты нашла свой путь. Я считаю, что это очень правильный путь, когда вот no stress, это прямо, это для нас, для всех очень важные слова, когда наслаждайтесь жизнью, радуйтесь, кушайте, но пусть это будет удовольствием, а не вот волосы дыбом. Спасибо. Это мне еще больше окрыляет. Танечка красавица, вообще, просто статуэтка, но... Я давно так не весело, просто я уже сколько раз худею, и причем это было очень легко, потому что, в принципе, себе... И не надо вот это взвешивать. Единственное, что я взвешивала, это мясо, чтобы как бы... Ну, мяса тоже много есть нельзя, как бы это тоже не полезно особо. Но, а так, концепция хорошая, и причем... Тоже хотела сказать, что я просто полюбила наслаждаться едой. То есть вот такими небольшими порциями, все такое замечательное, красивое, много ничего не надо, все такое вот. И просто действительно это просто mindfulness еды, просто mindfulness. Вот так вот понемножку наслаждаешься этим вкусом, и прекрасно. Уже не хочется так есть никакие, и такие вот эти перекусы. Все прекрасно. Эта система просто замечательно и действует действительно. То есть, да, я думаю, а как с этим тоже сладким? Неужели меня не потянет, не тянет ни на сладкое, в принципе. Прекрасно выносится эта вся диета или такой образ питания. То есть ничего не хочется. Немного есть, там немножечко, конечно, отлаживаешь какие-то моменты. Там, если, например, 2 яблочка обнаруживаешь, может, не на так долго хватает, как если бы яблоко и, может, с кусочком хлеба и сыром было пано. Вот. Ну, то есть постепенно как-то отлаживаешь какие-то моменты. Ну, в общем, отлично. Наслаждение такое. Кушаю медленно, мало, вот, но часто. Вот, аппетит тоже, я чувствую, уменьшился за это время. Вот, особенно ужин тоже вот такой вот культ этой еды был во всех тут датских семьях и так далее. У мужа тоже вот это вечером начинаются такие вот прямо оргии еды этой, которая за меня, смотрю, уже муж тоже подтянулся, тоже кушать с такой системы. То есть он так не сказал, но я смотрю, на меня уже тут осмотрелся, уже тоже, уже эти, говорит, я картошку тоже не буду есть, я уже того тоже не буду есть. Смотрю так постепенно начинает тоже у него в мозгах немножко перестраивается это все это. Вот. Ну и тоже понравилось тоже много гулять. Я тоже, в принципе, так любила гулять, но, конечно, когда все эти шаги, все это смотришь, друг друга тут подстегиваешь, хочется еще больше 10 тысяч пройти. Так заражает это. И наслаждение, опять же, природы, опять же, своего рода mindfulness уходишь наслаждаться. Тут птичек уже слушаешь. Ну, в общем, прекрасно тоже. Вот. Ну и, в общем, появилось желание двигаться таким же образом еще дальше. Вот. Кроме того, конечно, очень здорово, что заниматься было в этой группе, можно сказать, что мы так друг друга хорошо поддерживали, такие все замечательные собрались. Вот. И с вашей тоже помощью. И, в общем, короче, это отлично, конечно, такая динамика. Я думаю, что если... Ну, на один-один я тоже думаю, хорошо. Вот. Но я думаю, эта динамика, это как раз-таки вот в группе дала такой толчок, что мы друг друга подстегивали, что хочется тоже что-то, может, что-то по-другому, еще может что-то так сделать. Ну, в общем, приходит тоже инспирацион. То есть такое, да, какие-то дополнительные какие-то бонусы приходят все время. Что-то продумывать может немножко по-другому. Вот. Ну и так, позитивный.
Вот момент, что еще хотел сказать. Ну и маленькая тарелочка, конечно, действует замечательно, да, маленькая тарелочка, это просто я уже на маленькой тарелочке была раньше, потом она постепенно куда-то муж ее убрал в сторону, и тебе, когда я вернулась к этой маленькой тарелочке, сейчас уже прямо, если мне какую-то большую тарелку это подставят, у меня уже прямо внутренний такой протест, как, где моя маленькая красивая эта тарелочка. Вот, действительно, как на нее положишь, просто психологически действует сразу. То есть ничего не хочется там накладывать какие-то горы, потому что она маленькая, и кажется, что там не наешься. Нет такого, тоже какой-то был такой, наешься ли всеми этими салатами, прекрасно наедаешься этими фруктами и овощами. Замечательно. Так, что еще было такое, хотела сказать. Ну, в общем, здорово было, очень хорошо, все понравилось, тоже упражнения, тоже все эти, такой позитив, прямо чувствуешь, когда делаешь эти упражнения. Вот, некоторые, правда, не успевала с утра из-за такого напряженного графика, поэтому иногда сидела уже по вечерам, там, когда уже уложишь ребенка, уже начинаешь там заниматься этим. Вот, ну, так, старалась, по крайней мере, как могла. Вот. Очень мне понравилось их, и надеюсь, что мы как-то в группе тоже будем в каком-то режиме, не знаю в каком, но будем продолжать и друг друга поддерживать дальше. Вот. И большое спасибо вам за все, да. Очень рада, и хочу всегда сказать о том, что когда вы начинаете стройнеть, ваши мужья точно так же легко, они сначала скептически вроде, а потом они присматриваются, начинают тоже самое как бы есть, и ой, я это тоже не хочу, и тра-та-та, и вот такое вот, понимаешь, и они тоже, и дети стройнеют, и мужья. У меня есть одна олимпийская чемпионка, выпускница, так вот ее муж, но он тоже олимпийский чемпион. Вот, и он был вообще просто, они же знают физиологию тела, они все это знают, они постоянно там с какими-то диетологами были в свое время. И когда она начинала, он вообще просто, он сразу как бы зашел в кадр и сказал: так, а скажите, пожалуйста, а как это, а как то? И начал мне задавать всякие вопросы, такие провокационные. Я говорю: хорошо, я вам на все эти вопросы отвечу, сейчас у меня, к сожалению, нет этого времени, но поверьте, я знаю ответы на ваши вопросы, да. И вот он меня как-то так воспринял. Прошел месяц, и этот муж моей ученицы, он потерял, во-первых, 8 килограмм, ничего не делая при этом, а во-вторых, просто такое уважение, такое, сейчас мы очень хорошо дружим, понимаешь? Как, давай, Ириш, давай. Наша юная леди. Поскольку я самая старая в этой группе. И, наверное, самая огромная из вас всех, потому что вы все дюймовочки по сравнению со мной. У нас не конкурс красоты, Ириш, у нас нет, я же не к этому, я так вообще говорю. Ага. Вот, ну, я вот как вспоминали, кто у вас первый присоединился? Я, насколько помню, вот с нашей первой встречи с лекции была, по-моему, как Ольга первая, которая написала, что там вот я уже проплатила, и начался ажиотаж такой. Я быстренько за телефон, долго спрашивала MobilePay, а потом оказалось, что у меня его на телефоне нет, ребенок удалил. Ребенок удалил? Да, ну такое. Дети же у нас все технологии. Да, в годы 3 тоже. Ну, я побежала к мужу, говорю: давай быстренько, я должна успеть. Я ждала 1,5 года, чтобы к этому прийти. Давай быстренько. Молодец. Вот, я успела, и мне очень повезло, потому что когда я в пятницу, мы пошли закупаться продуктами на выходных, муж сказал: я тоже буду с тобой. Так что своим минус 18,5 можете еще спокойно добавить минус 4,6 своего мужа. Неделю? Вот это да. Ирина, за неделю? Да, ну просто как бы он у меня, конечно, очень крупный. 4,5, это же прелесть. Это много, да, это круто. Да, и как бы, ну, воду, конечно, он пил так, как, ну, я пыталась контролировать, но он все равно пил, и гулять со мной не ходил. Только я его не приглашала. Ну, как бы у него физическая работа
с 6 утра до 2 дня, то есть, я думаю, он там нахаживал, но телефон за собой не носил, и не могла проследить сколько. Но я вот как бы там вот на веса 700 грамм ушло, там кило 100, я этому очень радовалась. Я оставила вам как сюрприз. Это было его решение меня поддержать. Молодец. Ему я несказанно рада. Ага. Сейчас будем ходить и ныть, и будем говорить, ой, да нет, и искать причину в том, что я набрала вес, потому что, наверное, у меня аллергия, или, наверное, у меня стресс, или, наверное, у меня... А мне эти вообще продукты не подходят, потому что там у нас была другая группа продуктов, а здесь другая. Ой, это все, понимаете, это все как бы отговорки. Жизнь, вся наша жизнь в наших руках, и только мы этой жизнью владеем. Девочки, огромное, преогромное вам спасибо!